Что это за звук? Кто здесь? Следуйте за мной теперь! Они увидят нас. Они поймут. Я не должен ошибиться. Каждый звук может означать смерть. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ошейник на шее Арина Вейла вибрировал глухим, предупредительным гулом, пока охранники толкали его вперед. Он почти не реагировал. Боль стала фоновым шумом с тех пор, как начался суд. Изгнание должно было быть милосердным. Шанс, говорили они. Щедрая альтернатива казни. Стандартное милосердие, горько подумал Арин. Охранник, сопровождавший его, наклонился ближе, голос был тихим и почти доброжелательным. «Мы не монстры. Там у тебя будет шанс. Большинство изгнанников держатся неделю, если умны. Неделя. На реваке. Пол расступился без всякой церемонии. Жаркий воздух ринулся вверх, густой от влаги и вони гниения, смешанный с запахом живых существ, борющихся за пространство. Внизу джунгли тянулись бесконечно, зеленый океан, прерываемый только гигантскими стволами деревьев и далеким туманом. Тюремных заключенных один за другим толкали в дроп-поды, едва больше гробов. Без церемоний. Без речей. Только гравитация и судьба. Когда настала очередь Арина, он забрался внутрь без сопротивления. Люк срезал воздух резким шипением, отрезая охранников, корабль, последние следы цивилизации. Сброс через 3, А2, О1. Под его телом ударила гравитация, сжав как кулак. Крик пода разорвал атмосферу, металл заскрежетал, будто вот-вот разорвется. Зубы Арина стукнулись друг о друга. Зрение замутнилось. Сквозь узкое укрепленное окошко он видел, как другие поды мчатся вниз, рассыпаясь по милям густых джунглей. Некоторые приземлялись на деревья. Некоторые в воду. Некоторые внутрь чего-то еще. Затем нависла крона. Удар. Ветки треснули. Подзакрутилось. Снаружи что-то вырвалось с металлическим скрежетом. Голова Арина ударилась о набивку, и перед глазами взорвались звезды. Под проломом последнего слоя листвы пода врезался в воду. Удар выбил воздух из легких. Темнота поглотила все. Долгое мгновение не было ничего. Потом сработал аварийный выпуск. Люк распахнулся. Арин вытащил себя в воду по грудь, которая казалась слишком теплой. Запах серы и гнили жег нос. Он прижал к груди спасательный комплект, пока под медленно уходил на дно, пузырьки поднимались, как последний вздох умирающего существа. Вокруг росли гигантские деревья на корнях толщиной с колонны города. Крона высоко над головой заслоняла большую часть света, оставляя мир в вечных зеленых сумерках. И звуки. Щелчки. Шипение. Далекие всплески. Тяжелый ритмичный плеск чего-то крупного, двигающегося по воде. Арин заставил дрожащие ноги идти. Каждый шаг по грязи был словно борьба с самой гравитацией. Мышцы кричали. Тяжесть планеты давила сверху, непривычно и мучительно. Он добрался до ближайшего дерева и протиснулся между двумя огромными корнями. Вода вокруг него дрожала неестественно. Что-то поднялось из-под поверхности. Черные, стекловидные чешуи прорвали воду. Глаза светились слабым желтым светом. Рот раскрылся достаточно широко, чтобы проглотить его целиком. Существо вдохнуло воздух. Массивная голова повернулась к укрытию Арина. Время замерло. Потом, медленно, оно снова погрузилось под воду, исчезнув в болоте, будто никогда и не существовало. Арин не двигался целый час. Когда он, наконец, осмелился подняться выше по корням, двойные солнца опускались за крону.
Ночь падала быстро на Реваку. Джунгли изменились. Биолюминесцентные грибы вспыхнули по стволам мягким синим и зеленым светом. Насекомые размером с его руку дрейфовали в воздухе, оставляя светящийся след. Где-то вдали что-то закричало. Человеческий крик. Он закончился резко. Арин считал. Это был 4-й. Остальные умирали. Быстро. Руки дрожали, когда он открыл спасательный комплект. Дешевый водяной фильтр. Стандартные паёк-батончики. Мигающий аварийный маяк на дне. Он долго смотрел на красный свет, потом выключил его. Никто не придет. А если придет, маяк только покажет хищникам, где его искать. Нейронный чип-транслятор приклеился к его виску с мягким щелчком. По правилам, это требовалось даже здесь. Он тихо зажужжал, пытаясь интерпретировать звуки джунглей в паттерны, которые почти что значили что-то. Почти. Ночь углублялась. Джунгли становились громче. Что-то приземлилось на ветку над ним. Арин замер. Сквозь щели в корнях он увидел это. Ростом почти 2 метра. Перья, больше похожие на чешую. Длинная морда, полная зубов. Ноги, созданные для скорости. Оно двигалось, как древний хищник из ископаемых земли, но плавнее, быстрее, живее. Его глаза отражали биолюминесцентный свет. Транслятор загудел сильнее. Призыв территории. Сигналы охоты. Язык щелчков и свистов. Потом существо остановилось. Голова наклонилась. Оно смотрело прямо на него. Сердце Арина грохотало. Рука сжала сломанную ветку. Не очень оружие, но хоть что-то. Существо сделало шаг ближе. Потом через джунгли прокатился другой звук. Рев такой глубины, что корни под ним затряслись. Пернатый хищник мгновенно пригнулся, шипнул и исчез в кроне за секунды. Арин облокотился на дерево, тяжело дыша. То, что издало тот звук, было хуже. Гораздо хуже. Истощение, наконец, взяло свое. Привязанный к корням, Арин погрузился в легкий сон. Последняя мысль перед тем, как тьма поглотила его, была проста. Он пережил первый день. Если я покажу уважение, они поймут. Мы можем существовать вместе. 3 недели на Реваке научили Арина Вейла тому, чему ни одна академия, тюрьма или инженерный справочник никогда не смогли бы научить. Джунгли подчинялись правилам. Они были жестокими правилами, беспощадными и абсолютными, но они существовали. У всего была территория. У всего было свое время. Все подчинялось иерархии, написанной не законами, а шрамами, звуками и выживанием. Арин учился, наблюдая. Пернатые охотники, которых он начал называть скайраннерами, выходили на охоту на рассвете и ранним утром, расчищая нижнюю крону в скоординированных дугах. Полдень принадлежал медленным, тяжелым существам. Огромные бронированные звери с толстой кожей и рогами топтали речные долины и болотные тропы, присваивая воду и грязь себе. Арин называл их каменными спинами. Они были танками, неудержимыми на прямой, но предсказуемыми. Настоящие убийцы приходили сверху. Существа, способные часами оставаться неподвижными, сливаясь с корой и тенью, а затем ударять быстрее, чем возникает мысль. Ловцы кроны. Арин потерял 2 дня тщательного планирования, когда впервые не заметил, что одно наблюдает за ним прямо сверху. Счастье спасло его. Обучение держало в живых. Его укрытие находилось на странном пересечении территорий. Скайранеры избегали его, потому что каменные спины мигрировали через эту область с нерегулярными интервалами. Каменные спины избегали ее днем, потому что над ними гнездились ловцы кроны. Это была мертвая зона, игнорируемая большинством, и Арин цеплялся за нее, словно за чудо. Его тело изменилось.
Гравитация планеты смывала слабость. Жир исчез. Мышцы окрепли. Рефлексы обострились до уровня, когда он реагировал без мыслей. Легкие жгли постоянно, но с каждым днем он мог дышать чуть глубже. Вода была его первой победой. Ручьи были ядовиты. Он быстро это понял, тошнило, пока зрение не замутнилось. Но определенные бледные грибы росли только около подземных источников. Там, где они собирались, чистая вода находилась всего в 3 футах под поверхностью. Он копал руками и сломанным камнем, пока пальцы не истекли кровью, потом кипятил воду с помощью раскаленных камней и больших листьев, сделанных в примитивной емкости. Еда чуть не убила его. Большинство фруктов были токсичны. Некоторые вызывали паралич. Другие жгли рот и горло. Бледные грибы на северной стороне деревьев поддерживали его в живых, хотя живот сводило на часы. Иногда он крал яйца из заброшенных гнезд или находил мясо, оставленное крупными хищниками. Этого было достаточно. На 22-й день Арин заметил что-то, наблюдающее за ним. Оно никогда не приближалось. Двигалось слишком быстро, чтобы разглядеть четко, размазано среди веток и света. Всегда рядом. Всегда чуть вне досягаемости. Он начал называть его мерцание. Мерцание наблюдало. Учило. Ждало. Арин заметил еще кое-что. Хищники отмечают территорию. Скайранеры оставляли царапины на определенных деревьях. Каменные спины терли определенные камни, пока они не блестели. Даже ловцы кроны оставляли отходы в точных местах. Территория была священной. Пересечение границ без уважения приводило к схваткам, но даже схватки подчинялись правилам. Победители занимали пространство. Проигравшие отступали. Полное доминирование было не нужно. Иерархия важнее резни. Постепенно, осторожно, Арин начал отмечать свою собственную территорию. Сначала ничего не изменилось. Затем маленький хищник, что-то вроде чешуйчатой собаки, забрел в его пространство. Арин прогнал его огнем и криком. Существо убежало. 2 дня спустя другое подошло к границе, остановилось, распознало метки и развернулось. Они признавали его. Не как добычу, а как того, кто держит свою землю. На 23-й день джунгли затаили дыхание. То, что Арин услышал в первую ночь, вернулось. Существо было 12 футов ростом с 6 конечностями и кожей, узор которой менялся биолюминесцентным светом. Цветы переливались по телу в сложных последовательностях, делая транслятор бесполезным. Это был не простой хищник. Это был правитель. Существо стояло на краю территории Арина. Его узоры мигали прохладными синими и зелеными цветами. Испытание. Все в Арине кричало убегать. Но бегство означало слабость. Слабость — добычу. Он стоял. Он сделал себя как можно большим и закричал, сырой звук без смысла. Он схватил горящую ветку из огня и размахивал ею широкими дугами. Узоры существа изменились на желтый. Оно наклонило голову. Секунды растянулись в вечность. Затем цвета смягчились в глубокий фиолетовый. Существо издало звук, похожий на отдаленный барабан, и развернулось, каждый шаг сотрясал землю. Арин рухнул на дерево, дрожа всем телом. Транслятор, наконец, поймал фрагмент. Признание. В ту ночь мерцание подошло ближе, чем когда-либо. Она оставила труп рядом с его укрытием. На этот раз больше. Достаточно еды на несколько дней. Ее щелкающие призывы создавали в голове Арина грубые концепты. Безопасно. Учись. Арин впервые внимательно посмотрел на нее. Не зверь. Не животное. Думающее существо. Джунгли были не бессмысленным насилием. Это было общество. Жестокое, беспощадное, но структурированное.
Это был не мир смерти. Это был мир испытаний. Дожди пришли на 40-й день. Не мягкий дождь, а удары ливня, превращающие пол джунглей в реки. Арин подготовился. Его укрытие теперь имело плетеную крышу из гигантских листьев, собранных без активации их токсинов. Каналы, вырезанные в камне, отводили воду от места сна в сборные бассейны. Во время шторма появилась стая мерцания. 5 скайранеров наблюдали с деревьев, пока Арин работал. Их щелчки выражали замешательство и интерес. Один, крупный и израненный, изучал его систему воды. Затем он бросил массивный бронированный труп на границу. Дар. Арин протащил его полностью на свою территорию. Признание. Джунгли изменились. И он тоже. Слушайте меня, и мы выживем! Разделяем силы, побеждаем вместе! Джунгли больше не шептали, когда Арин Вейл двигался сквозь них. Они слушали. Это осознание пришло медленно, почти незаметно, как большинство истин на реваке. Хищники больше не разбегались при звуках его шагов. Они останавливались. Наблюдали. Считали. Потом решали, имеет ли его присутствие значение для них. И это само по себе было фундаментальным изменением. К 50-му дню территория Арина выросла. Не завоеванием, а по соглашению. Границы тянулись туда, где ни одно существо не оспаривало его право, где метки оставались нетронутыми. Тропы формировались естественно, когда животные перестраивали свои маршруты вокруг его пространства. Он не преследовал их. Он не охотился без необходимости. Он защищал свое и уважал чужое. Джунгли понимали этот язык. Мерцание стало постоянным. Она больше не пряталась. Ее стройная фигура теперь появлялась открыто, на ветках или на краю полян. Ее движения были бесшумными, глаза отражали ум и интеллект. Арин заметил шрамы на ее боку, старые и глубокие. Выжившая. Их общение вышло за рамки сломанных интерпретаций транслятора. Мерцание использовало жесты, расположение предметов и узоры, выцарапанные на мягкой коре. Арин отвечал тем же. Они изучали правила друг друга. Однажды утром мерцание повела его в обход привычных маршрутов. Она двигалась размеренно, проверяя, чтобы он следовал без вопросов. Джунгли сгущались вокруг, крона блокировала большую часть света. Это была опасная территория. Здесь гнездились ловцы кроны. Но никто не нападал. Они наблюдали. Мерцание остановилось перед массивным деревом, расколотым молнией тысячелетней давности. У его основания лежали кости. Не разбросанные останки, а аккуратно сложенные. Очищенные. Организованные. Место встречи. Арин понял сразу. Это было не охотничье поведение. Это был ритуал. Из тени вышли другие существа. Скайранеры разных размеров. 2 каменных спина стояли неподвижно на краю поляны. Даже мелкие хищники держались на расстоянии, формируя внешний круг. Никакой агрессии. Мерцание шагнуло вперед и положило коготь на дерево. Затем она посмотрела на Арина. Понимание поразило его как физический удар. Они представляли его. Арин медленно шагнул вперед, каждая мышца была напряжена. Он слегка наклонился, не покорно, а с уважением. Он положил изготовленное копье у основания дерева, затем камень для огня рядом с ним. Дары. Джунгли задержали дыхание. Массивная фигура спустилась сверху, разворачиваясь из кроны, как живая крепость. Правитель вернулся. Его биолюминесцентные узоры катились медленными волнами зеленого и фиолетового. На этот раз оно подошло ближе. Оно изучало Арина неподвижным взглядом. Узоры быстро менялись, транслятор гудел слабо, но не мог расшифровать. Затем существо сделало то,
чего никогда раньше не делал ни один хищник. Оно коснулось земли головой. Признание. Арин неуверенно выдохнул и повторил жест, опуская голову, но не в колени. Правитель отошел. Собрание растворилось без звука. Мерцание издала серию щелчков, которые показались теплыми в его разуме. Связь. С того дня джунгли снова изменились. Опасность не исчезла. Ревака никогда не становилась безопасной. Но атаки стали редкими. Сначала появлялись предупреждения. Звуки, движения, тени смещались так, чтобы предупредить его. Он выучил более глубокие правила. Никогда не трать убийство зря. Никогда не трогай молодых. Никогда не отравляй источники воды. Никогда не разрушай гнездовья. Взамен хищники избегали его укрытия. Некоторые даже оставляли пищу рядом в голодные циклы. Арин больше не был один. Он стал частью системы. Штормы вернулись сильнее прежнего. Деревья падали. Реки разливались. Территории смещались. Арин адаптировался, укрепляя строения, перемещая метки, укрепляя союзы с осторожной последовательностью. Затем пришли машины. Первый дрон появился бесшумно, пронзая крону искусственной точностью. Арин сразу заметил его. Гладкий металл. Неправильный тепловой сигнал. Слишком чистое движение. Человеческая техника. Он завис, сканируя. Арин замер. Джунгли — нет. Скайронеры нанесли удар сверху, разорвав дрон прежде, чем он смог передать сигнал. Осколки металла обрушились на лесной пол. Наступила тишина. Мерцание появилось рядом с ним, напряженное, настороженное. Больше придут. И они пришли. Спустя несколько дней падали капсулы. Тяжелые сапоги дробили листву. Вооруженные фигуры шли с громкой уверенностью и плохой осведомленностью. Восстановительные команды. Консорциум хотел вернуть своего изгнанника. Или его труп. Арин наблюдал из укрытия, как солдаты продвигаются, прокладывая пути, отмечая территорию, стреляя по движениям, которых они не понимали. Джунгли отреагировали мгновенно. Ловцы кроны ударили первыми. Каменные спины атаковали линии снабжения. Скайронеры разрушали коммуникации. Арин оставался скрыт. До тех пор, пока отряд не забрел на его территорию. Они увидели его и замерли. Человек. Живой. Израненный. Вооруженный чуждой технологией. Стоящий спокойно, пока хищники наблюдали с деревьев. Их лидер поднял оружие. Арин поднял руку. Позади него мерцание вышло в поле зрения. Затем еще одно. Потом тень правителя затмила поляну. Солдаты опустили оружие. Арин тихо сказал: «Уходите». Транслятор им не помог. Но послание было ясным. Они отступили. Джунгли не преследовали. Той ночью Арин стоял под кроной, слушая звуки, которые теперь понимал. Он больше не был изгнанником. Он стал границей. И границы на Реваке уважались. Вы не понимаете. Это джунгли живут, и они будут защищать свой дом. Консорциум не сдавался легко. Он никогда этим не славился. Арин Вейл усвоил этот урок тяжелым способом, впервые со времени изгнания наблюдая не за землей, а за небом. Джунгли научили его терпению и внимательности, но человеческая настойчивость — это совсем другое. Там, где хищники узнавали свои пределы, люди проверяли их. 3 дня после неудачной попытки вернуть его воздух изменился. Необычными предупредительными знаками. Ни внезапного молчания насекомых, ни движения крупных тел вдали. Это было иначе. Давление, слабое, но неправильное,
словно статическое электричество пробегало по коже. Приближались технологии. Мерцание тоже это почувствовало. Она расхаживала по корням возле его укрытия, перья прижаты, щелкая резко. Опасность. Не охотничья. Опасность вторжения. Арин разобрал все, что мог. Он стер тропы, которые мог распознать только он, разбросал запаховые метки, сбивавшие с толку оборудование слежения, и закопал все отражающее. Огонь был полностью потушен. Джунгли поглотили его укрытие за несколько часов. Когда прибыли первые десантные корабли, они не приземлились. Они зависли. Массивные двигатели ревели над кроной, сбивая листву сдержанной силой. Спустились веревки. Бронированные фигуры скользнули вниз с отточенной эффективностью. Это были не команды по возврату. Это были охотники. Они несли пульсовые винтовки, датчики движения, тепловые прицелы. Движения были дисциплинированными, территории картировались по мере продвижения. Арин сразу понял тактику. Поиск и сдерживание. Джунгли ответили насилием. Каменный спин бросился на передовую группу, его бронированная кожа отражала энергетический огонь достаточно, чтобы рассеять их. Ловцы кроны тащили 2 солдат на деревья еще до срабатывания сигнализации. Скайронеры без устали атаковали фланги. Но охотники приспособились. Они сжигали участки леса. Использовали звуковые отпугиватели. Убивали бесцеремонно. Это нарушало правила. Арин почувствовал, как волна пронеслась наружу, как рана. Правитель появился на закате, спускаясь с намеренной силой. Его узоры пульсировали красным и белым. Гнев. Тревога. Команда. Хищники собрались. Это больше не было выживанием. Это была война. Арин вышел из укрытия. Мерцание мгновенно стало рядом с ним. Он поднял обе руки и приложил ладони к земле. Знак, который он выучил, означал неподвижность и намерение. Правитель наблюдал за ним внимательно. Арин положил копье. Затем камень для огня. Затем свой аварийный рюкзак. Затем он указал на человеческие машины, вторгающиеся в джунгли. Понимание пронеслось по поляне. Правитель издал глубокую вибрацию, которая прошла сквозь корни и кости. Недопустимо. Контратака не была хаотичной. Она была скоординированной. Каменные спины разрушали зоны приземления. Ловцы кроны атаковали операторов сенсоров. Скайронеры разрушали летающие дроны в полете. Даже подальщики сыграли роль, саботируя запасы и заманивая патрули в засадные зоны. Арин стал чем-то совершенно иным. Гидом. Он проводил хищников через слепые зоны наблюдения людей. Показывал им маршруты движения, зоны охоты, слабые места в соединениях брони. Использовал огонь экономно, точно, как инструмент контроля, а не разрушения. Люди падали. Не в страхе. В замешательстве. Они пришли, ожидая враждебной среды. Они нашли единое целое. Командир консорциума понял ошибку слишком поздно. Когда были отданы приказы на эвакуацию, лишь половина сил оставалась способной к отступлению. Десантные корабли поднялись под огнем сверху и снизу. Джунгли постепенно вернули свою тишину. Дым поднимался, неся запах металла и сожженной плоти. Арин стоял среди него, тяжело дыша, руки дрожали. Он пересек черту, с которой нельзя было вернуться. Он выбрал Реваку вместо человечества. Правитель подошел к нему позже, ближе, чем когда-либо. Его огромная голова опустилась, глаза казались на уровне Арина. Узоры изменились. Защитник. Якорь. Рот. Транслятор пытался понять, но смысл был ясен. Арин больше не просто терпели. Он был признан. Прошли сезоны. Его тело адаптировалось еще сильнее.
Кости укрепились. Мышцы окрепли. Шрамы побледнели, превратившись в светлые линии на огрубевшей коже. Он научился лазать так же легко, как ходить, читать потоки ветра и дальние вибрации. Мерцание оставалось ближайшим спутником. Она однажды принесла ему потомство, позволяя наблюдать, но не вмешиваться. Доверие глубже выживания. Больше человеческих кораблей не появлялось. Ревака вернулась к равновесию. А потом однажды ночью, когда звезды давно скрылись за облаками, Арин активировал аварийный маяк. Один раз. Кратко. Один импульс. Он смотрел, как красный свет моргнул, затем раздавил его пяткой. Послание было не для спасения. Это было предупреждение. Не возвращаться. Джунгли согласились. Теперь мы все едины. Джунгли живы, а я часть этого мира. Импульс маяка отозвался дальше, чем Арин Вейл когда-либо предполагал. Не как сигнал спасательным кораблям или спутникам консорциума, а как вызов, отправленный в тихую самоуверенность цивилизованного космоса. Его перехватили, проанализировали, отвергли, а затем тихо начали опасаться. Один изгнанник, выживающий на Реваке, был аномалией. Изгнанник, способный командовать сотрудничеством хищников верхнего уровня, угрозой. Прошли годы. Арин перестал считать их по-человечески. Время на Реваке шло циклами, а не календарями. Сезоны дождей, потоки миграций, периоды размножения, долгие молчания, за которыми следовала буйная активность. Его волосы поседели, кожа огрубела, движения стали эффективными и экономными. Он больше не тратил движения зря. Джунгли не прощали неэффективность. Его больше никто не называл Арином. Хищники дали ему имя — Ходок. Не потому, что он много путешествовал, а потому, что он двигался между способами бытия. Между клыком и мыслью. Между инстинктом и выбором. Между мирами. Поселение росло медленно, не насилуя землю, не вычерчивая прямые линии. Платформы поднимались среди гигантских деревьев с использованием живых якорей вместо болтов. Сборщики воды следовали за осадками, а они перенаправляли их. Огни были редки и контролируемы. Ничего постоянного не строилось без согласия джунглей. Хищники приходили свободно. Каменные спины отдыхали возле общих источников воды без конфликтов. Ловцы-кроны позволяли меньшим видам проходить без препятствий. Даже соперничающие стаи встречались на нейтральной территории, решая споры с помощью демонстраций и звуков, а не крови. Ходок ничему не учил напрямую. Он показывал. Он демонстрировал. Он слушал. Самое опасное изменение было не в инструментах или координации. Это была память. Молодые хищники учились у старших. Ошибки запоминались, а не повторялись. Знания накапливались, они умирали с каждым поколением. Ревака начала думать вперед. Это напугало галактику. Первое исследовательское судно пришло осторожно, спустя годы после импульса маяка. Оно оставалось на высокой орбите, передавая вежливые запросы. Ходок игнорировал их недели. Когда он наконец ответил, он не использовал слова. Он устроил джунгли. Датчики корабля зафиксировали синхронизированное движение на сотни километров. Тепловые паттерны менялись преднамеренно. Биолюминесцентные сигналы формировали повторяющиеся последовательности. Хищники собирались без агрессии, без паники. Порядок. Послание было ясным. Мы — не хаос. Исследователи отступили, отправив отчеты, полные слов вроде «возникший интеллект», «кооперативная экология» и «беспрецедентное ксенобиологическое развитие». Корпоративные интересы протестовали. Военные аналитики спорили. Философы дебатировали. Реваку переклассифицировали. Защищенная. Без посадки, без разрешения. Без эвакуации. Без оружия.
Ходок стал разрешением. Прошли годы, и пришел другой корабль. Меньший. Гражданский. Женщина вышла одна, без оружия, руки открыты. Она постарела больше, чем он ожидал. Морщины у глаз. Шаги медленнее. Администратор Чен. Они стояли лицом к лицу на поляне, где оружие когда-то почти положило конец всему. «Вы победили», — тихо сказала она. Ходок покачал головой. «Я остался». Она изучала хищников, наблюдавших из деревьев. Спокойные. Любопытные. Без страха. «Совет теперь слушает», — продолжила она. Не потому, что понимает, а потому, что боится того, чего не понимает. Ходок слабо улыбнулся. Страх иногда превращается в уважение. Чен замялась. Они хотят, чтобы вы вернулись. Не как изгнанник, а как посол. Ходок посмотрел на джунгли. На потомков мерцания, прыгающих между ветвями. На правителя, отдыхающего под древними корнями, узоры медленные и вдумчивые. Я уже там, где мне место. Чен кивнула. Она поняла достаточно. Когда она ушла, за ней никто из хищников не последовал. В этом не было нужды. После этого Ходок старел иначе. Его тело замедлилось, но присутствие стало ощутимее. Хищники инстинктивно подчинялись ему не из страха, а из признания. Когда возникали споры, он слушал больше, чем говорил. Часто он вовсе молчал. Молчание стало его сильнейшим инструментом. Старые правители умирали. Новые появлялись. Каждый в конечном счете приходил к нему. Сесть. Наблюдать. Разделить тишину. Джунгли больше не нуждались в нем для выживания. Это была величайшая победа. В 40-й год на реваке Ходок поднялся на свое любимое место над кроной деревьев. Два солнца опустились низко, окрашивая все в золотой и кроваво-красный свет. Джунгли пели вечернюю песню. Зов отвечал зову. Жизнь признавалась жизнью. Он чувствовал усталость. Не слабость. Полноту. Правнучка мерцания устроилась рядом, перья касались его руки. Внизу мягко светились огни поселения, биолюминесцентные маркеры пульсировали мягким ритмом. Ходок закрыл глаза. Он больше не был человеком в том смысле, как определяла галактика. Но он был человеком в единственном важном смысле. Он научился. Он адаптировался. Он выбрал сосуществование вместо завоевания. Когда Ходок наконец лег среди корней той ночью, джунгли не оплакивали. Они приняли. Хищники собирались молча. Узоры текли. Без страха. Без замешательства. Только понимание. Галактика расскажет эту историю неправильно, как всегда. Скажут, что изгнанник стал королем. Что он правил хищниками. Что он приручил мир смерти. Джунгли знали правду. Он никогда не был правителем. Он был мостом. А мосты не командуют. Они соединяют. И благодаря этому ревака выжила. Не как покоренный мир, а как живой.